Жители небольшого города на побережье Гренландии очень удивились, когда к их берегу приплыл огромный айсберг, отколовшийся от берегов Арктики. Но когда люди наконец поняли, что находятся на этом айсберге, то побледнели от шока. В небольшом прибрежном городке Ноук на юго-западе Гренландии жизнь текла размеренно и спокойно. Местные жители привыкли к суровому климату и величественным айсбергам, иногда дрейфующим вдоль побережья. Однако однажды весенним утром произошло нечто необычное, что всколыхнуло всю местную общину. Оскар, местный учитель биологии, первым заметил большой айсберг, медленно приближающийся к берегу. Мужчина совершал свою обычную утреннюю пробежку вдоль побережья, когда его внимание привлекла необычная форма ледяной глыбы. Оскар всегда носил с собой небольшой бинокль для наблюдения за птицами, и теперь он пригодился как нельзя кстати. Любопытный Оскар стал разглядывать ледяную глыбу, когда его внимание привлекло какое-то движение на ее вершине. Учитель пригляделся получше и ахнул от удивления. На айсберге находился настоящий белый медведь. Похоже, большой хищник был очень уставшим и голодным. Он постоянно оглядывался по сторонам в поисках пути к спасению. Оскар немедленно достал свой телефон и начал снимать видео, понимая, что нужны доказательства для подтверждения его невероятного открытия. Затем он бросился в город, чтобы сообщить о своей находке. Новость молниеносно разлетелась по маленькому городку. Люди выходили из домов и собирались на улицах, чтобы обсудить невероятное событие. Многие не верили, считая это выдумкой или преувеличением, но видео Оскара быстро развеяло их сомнения. Мэр Йорген Петерсон, седовласый мужчина с суровым взглядом и мягким сердцем, срочно созвал совещание в здании городской администрации. На нем присутствовали ключевые фигуры общины: Оскар, опытный охотник Микаэль, ветеринар Софии и капитан местной спасательной службы Ларс. К этому моменту Оскар с помощью мощного бинокля уже тщательно осмотрел айсберг и еще больше шокировал местных жителей. Оказывается, на айсберге находилась целая семья хищников — белая медведица и 2 ее маленьких медвежонка. Йорген открыл совещание, подчеркнув серьезность ситуации. «Друзья», — сказал он, — «перед нами стоит беспрецедентная задача. Мы должны спасти этих медведей, но при этом обеспечить безопасность нашего города и его жителей». Оскар представил свои наблюдения, показав все свои видео и поделившись опасениями о состоянии медведей. Микаэль, бывалый охотник с обветренным лицом и зоркими глазами, высказал свои соображения о поведении белых медведей и возможных рисках при их спасении. Софи, молодая женщина с решительным взглядом и руками хирурга, объяснила медицинские аспекты операции. Она подчеркнула необходимость действовать быстро, но осторожно, чтобы не навредить диким животным. Ларс, крепкий мужчина средних лет, с богатым опытом спасательных операций, обрисовал логистические проблемы, с которыми им предстояло столкнуться. Он говорил о сложностях приближения к айсбергу, о необходимости специального оборудования и о рисках для спасателей. Ситуация была критической. Айсберг быстро и медведи оказались в смертельной ловушке. Необходимо было действовать быстро, но при этом осторожно. После бурных дебатов, длившихся несколько часов, был разработан рискованный план спасения. Ветеринар Софи предложила усыпить медведицу транквилизатором, а затем перевести семью в Арктику на большом транспортном вертолете. Медвежат, которые были еще достаточно малы, можно было взять на руки. Этот план вызвал горячие споры, но в итоге был признан наиболее безопасным как для медведей, так и для спасателей. Подготовка к операции шла полным ходом. Ларс связался с ближайшей военной базой, чтобы запросить вертолет. Это оказалось непростой задачей. Пришлось убеждать военное начальство в важности миссии. В конце концов, после вмешательства мэра Йоргена, разрешение было получено. Микаэль и другие охотники подготовили снаряжение и лодки, чтобы добраться до айсберга. Они проверили каждую деталь своего снаряжения, понимая, что от их подготовки зависит жизнь не только медведей, но и членов спасательной команды. Оскар и Софи собрали все необходимое медицинское оборудование.
Они провели долгие часы, обсуждая дозировку транквилизатора и возможные осложнения для животного. Софи даже связалась со своими коллегами из зоопарка в Копенгагене, чтобы получить дополнительные консультации. Тем временем новость о медведях на айсберге распространилась за пределы наука. Журналисты всего мира начали прибывать в маленький городок, надеясь заснять уникальную спасательную операцию. Мэр Рьерген поручил своей помощнице работу с журналистами, чтобы контролировать поток информации и не допустить срыва спасательной операции. Когда все было готово, команда спасателей отправилась к айсбергу. Море было неспокойным, и приближение к огромной ледяной глыбе оказалось непростой задачей. Волны бились о борта лодок, обдавая спасателей ледяными брызгами. Ларс маневрировал, стараясь подвести лодки как можно ближе к айсбергу. Медведица, заметив приближающиеся лодки, встала на задние лапы, издавая угрожающий рев. Ее мощная фигура возвышалась над краем айсберга, внушая страх и уважение. Медвежата жались к матери, испуганно поглядывая на приближающихся людей. Софи приготовила ружье с транквилизатором, понимая, что у нее будет только один шанс. Ее руки слегка дрожали от напряжения, но взгляд оставался сосредоточенным. Когда лодка подплыла на нужное расстояние, она прицелилась и выстрелила. Дротик со свистом рассек в воздух и попал точно в цель. Несколько минут, последовавших за выстрелом, показались вечности. Медведица продолжала реветь и размахивать лапами, но постепенно ее движения становились все более вялыми. Наконец, огромное животное опустилось на лед и мирно заснуло. Теперь началась самая сложная часть операции. Спасатели должны были подняться на айсберг, чтобы забрать медведей. Ларс и Микаэль, рискуя жизнью, взобрались по скользкому льду. Следом за ними следовала группа спасателей, которым предстояло перенести медведя на лодку. Каждый шаг мог стать последним. Лед трескался под их ногами, грозя в любой момент обрушиться. Люди осторожно подошли к спящей медведице и двум испуганным медвежатам. Медвежата, потерявшие защиту матери, жалобно скулили, не зная, чего ожидать от странных двуногих существ. Микаэль, несмотря на свой суровый вид, ласково заговорил с ними, стараясь успокоить. В этот момент раздался оглушительный треск. Айсберг начал раскалываться. Огромные трещины появились на ледяной поверхности, грозя разделить спасателей и медведей. Спасатели поняли, что времени совсем не осталось. Они быстро погрузили медведицу в специальную сетку и потащили к лодке, а Оскар и Софи взяли на руки отчаянно сопротивляющихся медвежат. Спуск с разрушающегося айсберга был настоящим испытанием. Куски льда откалывались и падали в море, создавая опасные высокие волны. Лодки качало из стороны в сторону, угрожая перевернуть в любой момент. Но благодаря мастерству Ларса и Микаэля всем удалось благополучно добраться до лодок. Обратный путь к берегу был не менее опасным. Море разбушевалось, словно пытаясь помешать спасению медведей. Волны перехлёстывали через борт, заливая лодки водой. Спасатели работали, не покладая рук, вычерпывая воду и удерживая медведей в безопасности. Когда спасатели вернулись на берег, их встретили как героев. Весь городок собрался, чтобы увидеть спасенных медведей. Люди аплодировали, кричали приветствия, некоторые даже плакали от радости. Вертолет уже ждал на местном аэродроме. Его винты медленно вращались, готовясь к долгому перелету. Погрузка медведей в вертолет стала еще одним испытанием. Медвежата были напуганы шумом и незнакомой обстановкой. Они отчаянно сопротивлялись, пытаясь вырваться из рук спасателей. Софи пришлось дать им легкое успокоительное, чтобы они не пострадали во время полета. Наконец, все было готово к отправлению. Ларс, Софи и Микаэль сопровождали медведей в долгом полете к северу Гренландии, где обитала большая популяция белых медведей. Они летели над бескрайними ледяными просторами, наблюдая, как под ними проплывают величественные айсберги и замерзшие фьорды. Полет длился несколько часов. Все это время Софи внимательно следила за состоянием животных. Она регулярно проверяла их жизненные показатели, готовая в любой момент оказать необходимую помощь. Медведица начала приходить в себя, когда вертолет приземлился на большом острове, покрытом льдом и снегом. Место для высадки медведей было выбрано тщательно. Оно находилось вдали от человеческих поселений, в районе, богатом пищей для белых медведей. Спасатели осторожно выгрузили клетку с медведицей и выпустили медвежат.
Они отошли на безопасное расстояние и стали ждать. Через некоторое время медведица полностью пробудилась. Она встала на ноги, немного пошатываясь, и огляделась вокруг. Ее ноздри раздувались, втягивая знакомые запахи Арктики. Убедившись, что вокруг безопасно, она негромко заревела, призывая своих детенышей. Медвежата, до этого жавшиеся друг к другу, услышав знакомый голос, тут же бросились к матери. Воссоединение семьи было трогательным моментом. Медведица обнюхала каждого медвежонка, словно убеждаясь, что с ними все в порядке. Затем она повернулась и посмотрела на людей, как будто понимая, что именно они помогли ее семье. Перед тем, как улететь, спасатели оставили медведям запас свежей рыбы, чтобы помочь им адаптироваться на новом месте. Люди наблюдали, как семья медведей медленно удаляется в сторону ледяных просторов, и чувствовали, что они выполнили важную миссию. Возвращение в Нук было триумфальным. История о спасении семьи белых медведей быстро распространилась по всей Гренландии и за ее пределами. Она стала символом того, как люди могут помочь природе и ее обитателям в трудную минуту. Это событие изменило жизнь маленького городка и его жителей, напомнив о важности сохранения природы и заботы о ее обитателях.